Привет! В Storyline есть быстрые и удобные инструменты для создания тестовых вопросов, которые идеально подходят для проверки знаний. Но что, если нам нужно сделать что-то более сложное, например, психологический или личностный тест, где нет верных и неверных вариантов ответа, а для получения результата нужно пользоваться ключом? В этом ролике мы разберем, как разработать подобные тесты в Storyline, и сделаем это на примере теста Холла, который позволяет оценить уровень эмоционального интеллекта. Выглядеть тест будет вот так. Нам дается 30 высказываний. Нужно оценить, насколько мы согласны с каждым из них по шкале от полностью не согласен до полностью согласен. В конце подводится итог, насколько развит эмоциональный интеллект по 6 критериям. Сам тест в бумажном виде выглядит вот так. На всякий случай я прикрепил его в описании к видео. Если мы полностью не согласны с утверждением, то получаем минус 3 балла. Если в основном не согласны, минус 2 и так далее. Если полностью согласны, получаем 3 балла. Теперь переходим к ключу. Каждый вопрос оценивает тебя по какой-то одной шкале. Например, вопросы 1, 2, 4, 17, 19 и 25 оценивают уровень твоей эмоциональной осведомленности. Что бы это ни значило. Если по шкале ты набираешь 14 баллов и более, то твой уровень высокий, от 8 до 13 баллов средний, и если меньше 7 баллов, то уровень низкий. И также оцениваем общий уровень эмоционального интеллекта, для этого просто суммируем баллы уже по всем вопросам. С тестом разобрались, давайте реализуем его механику в Storyline. Я создал 3 сцены. В первой сцене у нас стартовый слайд и инструкция к тесту, во второй само тестирование и в последней будет подводиться результат. На одном слайде у нас помещается 6 высказываний. Напротив каждого высказывания 6 кнопок с состоянием Selected, чтобы можно было выбрать оценку. Всего таких высказываний 30, соответственно у нас будет 5 подобных слайдов, между которыми можно свободно переключаться. За каждый вопрос мы получаем от минус 3 до 3 баллов. Эти данные нам нужно где-то хранить, соответственно, нам нужны переменные. Создаем 30 часовых переменных, для каждого утверждения по одной. Перейдем к триггерам. При клике на первую кнопку мы присваиваем нашей первой переменной значение минус 3, то есть если вы полностью не согласны с первым высказыванием. При клике на вторую кнопку присваиваем первой переменной значение минус 2. Аналогичную процедуру делаем для оставшихся кнопок. Скопируем кнопки 5 раз и немного изменим триггеры. При нажатии на кнопки во втором ряду мы будем менять вторую переменную. Для кнопок из третьего ряда у нас третья переменная и так далее. Копировать и менять триггеры придется много. Проверим, что у нас получилось. Все работает, кнопки нажимаются, но мы можем в одном ряду выбрать несколько значений. Такого быть не должно. Если мы решили поменять ответ, то флаг должен автоматически сняться с прошлой кнопки и появиться на новой. Для этого нам пригодится функция ButtonSet. Выделяем ряд кнопок, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем ButtonSet. Создаем новый сет, придумываем имя и нажимаем «Добавить». Аналогичную процедуру нам необходимо сделать для всех рядов кнопок. Проверим, что у нас получилось. Теперь все работает как нужно. Отлично. Нам нужно не пускать пользователя на следующий слайд, если он ответил не на все вопросы. Создадим слой с соответствующей надписью и кнопкой ОК, которая будет закрывать этот слой. Теперь перейдем к триггерам на кнопке «Дальше». При нажатии на кнопку мы переходим на следующий слайд. В дополнительных условиях мы должны проверить, что на каждый вопрос дан ответ. Изначально переменные, в которых у нас хранятся ответы, равны нулю. Когда мы выбираем свое отношение к высказыванию, значение меняется от минус 3 до минус 1, если мы не согласны с высказыванием, и от 1 до 3, если согласны. Следовательно, если переменная будет равна нулю, значит на вопрос не отвечали. В дополнительных условиях указываем, что переменные 1, 2, 3, 4, 5 и 6 должны быть не равны нулю. Если они все не равны нулю, значит на каждый вопрос был дан ответ. В противном случае, то есть в поле else, нужно указать, что мы показываем слой с ошибкой. Давайте проверим. Отвечаем не на все вопросы и нажимаем «Дальше». Здесь выводит ошибку. Ответим на все вопросы, перешли на следующий слайд, то есть механика работает. И последнее, что нам необходимо сделать на этом слайде, это настроить сохранение прогресса слайда при его повторном посещении. Мы же не хотим, чтобы пользователь заново отвечал на все вопросы, если захочет вернуться и что-то изменить. Теперь дублируем слайд 4 раза. Нам же нужно сделать 30 вопросов.
На каждом слайде мы должны поменять переменные, которые будут меняться при нажатии на кнопки. Например, на втором слайде у нас вопросы с 7 по 12. И также поменять переменные в условии на кнопке «Дальше». Сами высказывания нам, естественно, тоже нужно поменять. Это будет не быстро. С остальными слайдами закончили, переходим к слайду с результатами. Результат по каждому параметру может быть низким, средним или высоким. Для отображения результата создадим 6 текстовых переменных и выведем значение этих переменных напротив каждого параметра. Скопируем ключ на слайд, чтобы было проще писать триггеры. Теперь нам нужно просуммировать баллы в вопросах, которые соответствуют каждому маркеру, и в зависимости от значения суммы мы будем менять наши текстовые переменные. Для того, чтобы просуммировать баллы из нескольких вопросов, нам понадобится дополнительная переменная. Создадим числовую переменную с суммой для каждого маркера. Теперь нас ждет очень много триггеров. Storyline не позволяет за один триггер сложить значение сразу 6 переменных, так что придется складывать их по одной. Начнем с эмоциональной осведомленности. Создадим первый триггер. Когда время на слайде начинается, мы присвоим переменной sum1 значение переменной v1. Второй триггер. К значению переменной sum1 прибавим значение переменной v2. Следуя ключу, добавим к переменной sum1 значение переменных v4, 17, 19 и 25. Все, теперь как только время слайда начнется, в переменной sum1 у нас будет храниться сумма ответов на все вопросы из ключа. Теперь нам нужно поменять значение переменной, в которой будет выводиться ответ в зависимости от суммы баллов, которая у нас получилась. Тоже скопируем ключ на слайд, чтобы было проще. Пишем триггер. Когда время слайда начнется, меняем значение переменной res1 на высокий. В дополнительных условиях указываем, что сумма должна быть больше либо равна 14. В следующем триггере присваиваем переменной res значение средний, если сумма меньше либо равна 13 и больше либо равна 8. И в последнем триггере присваиваем низкий, если сумма меньше либо равна 7. Теперь нам нужно аналогичным образом посчитать сумму для остальных маркеров и вывести результат. Триггеры для 5 маркеров добавили, осталось посчитать только общий уровень эмоционального интеллекта. Он оценивается по сумме всех вопросов теста. Так как мы уже посчитали суммы для 5 маркеров, мы можем просто сложить эти суммы и потом проанализировать значение общей суммы по ключу. Процедура на 100% аналогична той, которую мы делали ранее. Все готово, осталось только проверить, что все работает корректно. Пройдем тест пару раз, чтобы получить низкие и высокие оценки. Все отлично работает. Спасибо за просмотр. Как всегда, все исходники находятся в описании к видео. Если вам нравится этот контент, поддержите его лайком, комментарием и подпиской. Это помогает продвигать видео на YouTube. Увидимся в следующих роликах. Пока.